Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт вареной сгущенки. Как нам самим дома сделать вареную сгущенку, если у нас дома даже нету обыкновенной сгущенки. Этот рецепт очень быстрый. Когда я только приехала в Грецию, это в 90-х годах было, здесь в продаже не было вареной сгущенки, была обыкновенная сгущенка. Ее варить я боялась, потому что крышечка открывалась сверху, и поэтому я думала и придумала. Этот рецепт у меня уже больше 30 лет, он очень удачный, получится у всех, совсем-совсем несложно, мои дорогие. Попробуйте, и мне кажется, вам этот рецепт пригодится всегда. Начнем делать, мои дорогие. Сегодня для того, чтобы приготовить вареную сгущенку дома, нам понадобятся сливки. Сливки у меня 10%, жидкие. Сливки нужно будет нагреть. Не нужно доводить сливки до кипения, нужно будет их просто хорошенько нагреть. Все это нам нужно будет делать одновременно. На одной конфорке мы разогреваем сливки, а на другой конфорке рядышком мы будем заниматься сахаром. Сливки мы разогреваем на маленьком огне, на среднем, на маленьком огне, чтобы они не закипели. Рядышком тут же мы занимаемся сахаром. Для сахара нам нужно будет взять небольшую кастрюлю. Отправляем туда 200 грамм сахара. И плиту нам нужно будет сделать именно на среднюю скорость. Это приблизительно, если у вас плита, мощность идет до 2000, как у меня вот эта плита, то мы делаем на 1000. Если у вас плита на девятке заканчивается ее мощность, то делаем на пятерке. Приблизительно на середине. Как только сахар начинает плавиться, мы его распределяем равномерно, чтобы он у нас равномерно вот так плавился. Пока еще не перемешиваем. И этот весь процесс у нас займет приблизительно 6-7 минут. Сейчас плиту нужно будет уменьшить еще чуть-чуть. И вот на таком маленьком огне нужно будет уже помешивать сахар постоянно. Нужно будет не перегреть сахар, вернее его не пережарить, чтобы у нас сильно не потемнел, чтобы сгущенка не горчила. Начинаем постепенно вводить горячие сливки. Как я вам уже сказала, сахар топится приблизительно 6-7 минут. Постоянно помешивая, вводим сливки тоненькой-тоненькой струйкой. Постоянно помешиваем, чтобы не образовалось комочков. Даже если вдруг у вас будут маленькие комочки, они потом разойдутся. Продолжаем все это мешать. Смесь у нас пенится, но сейчас тихо-тихо вся пена уйдет, осядет. Уменьшаю еще плиту до 600. Это уже приблизительно на двойке, на тройке, если у вас плита до девятки мощностью. Если у вас газовая, то совсем-совсем маленький огонь делаем. И провариваем буквально еще где-то 8 минут. Вот до такого состояния мы должны будем довести сироп карамельный. Здесь у меня 20 грамм сливочного масла. Масло нам больше не понадобится. Это у нас не карамель. Это у нас будет сгущенка. Мы ее потом будем взбивать со сливочным маслом. Поэтому сюда масла много не нужно. Все, как только масло полностью растаяло, у нас уже все готово. Пока что смесь жидкая. Видите, она какая по консистенции будет. Я ее переливаю в другую посуду. И вот такая она у нас смесь будет. Нам нужно будет ее хорошенько остудить. В холодильник я ее не кладу. Накрываю пленочкой. Если, конечно, вы торопитесь сделать крем, можете буквально на часик поставить в холодильник. Но я оставляю на столе. И буквально через 3 часа, посмотрите, как она загустела. По вкусу она получается намного вкуснее, чем магазинная. Видите, она должна вот именно так стекать с ложки. Я вам внизу дам всю раскладочку, сколько граммов выходит окончательный продукт, так сказать, сколько будет у нас весить. Переливаем ее в чистую, в другую посуду, чтобы можно было накрыть крышечкой. И оставляем до того момента, когда нам нужно будет делать крем. Мне кажется, вам всем пригодится этот рецепт. Попробуйте его сделать, получится у всех, мои дорогие. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если, конечно, вам нравятся мои видео. И будем дружить. До новых встреч. В следующем рецепте я вам покажу замечательный торт с этим кремом. Пока-пока, мои дорогие.